Всем привет, с вами Дэн, и продолжаем тестировать разные сервисы доставки из-за рубежа. И, знаете, меня заинтересовал Китай, потому что много чего интересного хочется именно из локального Китая. А, как говорится, трудновато с этим. И вот новый сервис доставки товаров из Китая Eastmobile, и я решил взять Фиту, китайский бренд, китайский часовой бренд, кстати говоря, довольно-таки известный, как вы знаете. Это как раз часы тайконавтов. И у меня несколько лет на канале был обзор часов Фита, хронограф, механический, как раз вот космическая модель. А сегодня, протестировать сервис решил взять что-нибудь такое достаточно доступное, и чего давненько не было на канале, и чего, главное, не купишь на многих других площадках. Там, типа тот же AliExpress, потому что Eastmobile, он как раз позволяет покупать на китайских онлайн-платформах, таких как Taobao, Tmall и 1688. И самое, что, конечно же, важно, это пополнение с рублевых карт, потому что через сервис Тинькофф можно туда пополнять. В общем, работают они как, и большинство сервисов доставки. Это вы заходите на сайт, выбираете площадку конкретную, да, либо Тимол, Taobao, там, да, либо 1688. В строке поиска вводите какой-то товар, интересующий продукт, дальше находите нужный товар и жмете «Добавить в корзину», потом пополняете баланс через Тинькофф, кстати говоря. Eastmobile его выкупает, потом, когда товар приходит на склад, можно уже отправлять в Россию. Все привычно, достаточно удобно. В общем, если есть вопросы, пишите в поддержку, там есть русскоязычная поддержка. В целом, как я сказал, механизм, как у любой службы доставки товаров, все просто, все там удобно. Да, есть на сайте русский язык. Правда, я рекомендую по умолчанию ставить английский, потому что он чуть более, как мне кажется, корректно переведен. Вот. И также там выставляете рубли, и у вас цена сразу будет в рублях. Так что здесь все удобно. Есть бесплатная проверка, бесплатное хранение, нулевая плата за обслуживание. И, кстати говоря, быстро приехала ко мне недельки за 2. Хотя, честно говоря, не думаю, что это будет именно со всеми посылками. Возможно, мне просто так вот повезло, да. Короче, Фита, красный пакетик, традиционные китайские цвета. Вот тут даже есть бумаженца. Заказывали конкретную модель, да, и я эту Фиту вот получил. Еще когда в Гонконге был, все тоже хотел их взять, но не сложилось, потому что взял другие часы, Шанхай, а теперь Фита. И надеюсь, что вот этим каналом теперь каналом поставки, естественно, буду пробовать заказывать разные часы редкие из Китая. В принципе, там можно брать и бренды всякие швейцарские, и японские, естественно, но меня заинтересовала конкретно Фита. Итак, давайте, значит, красная такая коробочка, похожая больше, наверное, на упаковку. Кстати, Сигал примерно так же пакует. Больше на каких-то гаджетов, да, типа смартфонов. Так, здесь у нас карточка. Такая толстенькая, плотненькая. Инструкция. На китайском есть, а здесь что, на английском? Нет, здесь только на китайском, потому что правильно это все для внутрикитайского рынка. Кварц. Кварц, сейчас про них подетальнее поговорим. 5 лет гарантия получается, да, вот это неплохо, 5 лет. И, собственно, самое главное, что мы сегодня здесь ради чего собрались, это Фита кварцевая версия. Так, запаковано здесь все солидно, так что нужно все распаковывать и дальше будем знакомиться с часами. Так, значит, референс у этой модели у вас сейчас на экране. И знаете, я пока вот распаковывал вот эту вот красную коробочку, да, такая что-то яркая, праздничная, я подумал, что, раз уж получилось найти новый канал поставок, а знаете, сама фраза какая интересная, какие времена-то сейчас интересные. Я думаю, что по этому поводу нам надо эту Фиту разыграть. Во-первых, давно не было чего-то такого китайского прям на розыгрыше на канале. А во-вторых, у меня настроение позитивное. Так что давайте эту Фиту разыграем для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше. А розыгрыш будет, как всегда, на стриме. Где-то раз в 1,5-2 месяца я точно провожу стрим. И там нужно, собственно, быть подписанным на канал Guitar.ru, поставить лайк этому видосу и написать любой комментарий. И эту Фиту мы разыграем с вами на стриме среди тех, кто написал комментарий под этим видосиком. Вот, так, короче,
Значит, Фит брал специально одну из самых доступных, а вообще этот бренд у них довольно-таки дорогой, и, да, собственно, как и все, знаете, вот эти крупнейшие китайские фабрики, там уже, ну, прям супер дешевых продукций нет. Фита Classic 161-957, и вот еще референс, который я вам показывал на стикере. Короче, Фита Classic, китайский бренд, один из самых известных, как я говорил, да, здесь внутри кварц. Они ставят как китайские калибры, так и швейцарские, так и японские, в общем, везде по-разному. Это не Шанхай Сигал и Биджин, которые ставят только свои мануфактурные механизмы. Фита, поскольку своих мануфактурных нет, она ставит абсолютно все разное. В основном продаются они на внутреннем китайском рынке, под него заточенные, магазины только внутри Китая, и я, честно говоря, не слышал, чтобы они куда-то экспортировали. Несмотря на то, что они как бы вот достаточно активно продвигают свою космическую тематику, да, вот тайконавты там и так далее, сотрудничают с китайскими космическим агентством. Вот. Но, ну, в общем, все равно бренд внутрикитайский, правда, он такой вот, там и название, да, все на английском, и дизайны в основном такие больше европеизированные, но тем не менее, да. В общем, покупал я эти часы за 9 с небольшим тысяч рублей, это уже с доставкой. Есть женская версия, это вот мужская версия, там, ну, есть такая унисекс, я бы даже сказал. 30 метров водозащита, японский кварц внутри стоит, какой не указывается. Кстати, здесь есть даже вот такой QR-кодик для проверки оригинальности. Здесь опять же название модели, задняя крышка здесь довольно-таки простая. 30 метров водозащита, стальной корпус, стальной браслет, сапфировое стекло. Ну, у нас классика, кварц, такой вот именно повседневная модель, и она достаточно плоская. Давайте, кстати, немножко стрелочку передвинем, чтобы у нас циферблат был посвободней. Так, по размерам проговорили, тогда, точнее не проговорили, самое время, да, 40 миллиметров диаметр, высота, да, небольшая, 8 как раз таки, немного, 20 по ремешку и от ушка до ушка, давайте глянем, что у нас получается, 47,3. Ну, собственно, размер максимально универсальный. Мое запястье 18,5. Вот, собственно, посадочка удобная. Они абсолютно такие плоские, невысокие. Ушки сразу вниз идут. Ну и обхватывает браслет запястья. За счет того, что рант очень узкий, они кажутся чуть крупнее, чем есть на самом деле. Но в плане посадки, юзабилити здесь все здорово. Кстати, достаточно тяжеленький. Кстати, вот еще что хотел посмотреть. Про запас, сколько остается по браслету. Прилично, сантиметров 5, так что на любую лапу, даже самую крупную, налезет. Значит, по весу на полном браслете, вот на этом огромном, да, 123 грамм. Да, чувствуется, вес есть, и мне как раз нравится этот момент. Но, опять же, тут все на любителя. Значит, простой циферблат, матовый, белый. Ну, знаете, такой цвет, я бы сказал, какой-то яичной скорлупы. То есть он достаточно насыщенный. Ну, по крайней мере, вживую. И, как многие любят, я знаю, здесь накладные метки длинные. И зеркальная полировка и по стрелкам, и по меткам. Кстати, логотип здесь тоже накладной, тоже зеркальный, а вот надпись «Кварц», она просто печатная. И разметка минутная тоже здесь печатная. Стрелки такие у нас мечи. Немножко, мне кажется, коротковато. Минутная, часовая окей, секундная тоже окей. Кстати, в метки попадает. Метки попадает, значит, точно японский кварц. Маленькая заводная головка, но тут, собственно, ей что, только дату настроить. Дату отметки 3 часа, белая подложка, окей с этим. Ушки достаточно длинные, кстати, полностью все с зеркальной полировки. Корпус и боковая часть, корпус и рант. Ну, нижняя часть, да, понятное дело, что здесь сатинирование. Браслет, кстати, не литое крайнее звено, а при этом сам браслет литой и достаточно неплохой. Слушайте, браслет вот... приятный, здесь нет острых граней снизу, отполирован он очень даже неплохо в этом плане между звеньями. Ну, тоже кое-какая полировочка есть, и звенья гнутся приятно, здесь аккуратно, слушайте, аккуратно. Браслет приятный, и раскладушечка у нас тоненькая. Кстати, опять же, для повседнева максимальная толщина сколько здесь? 7,3, да? Ну, 7,3 немного, и это хорошо. Потому что эти часы как раз-таки именно на повседневную носку и рассчитаны.
Так, ну, механический хронограф Фита мне очень понравился по качеству, и здесь я смотрю тоже все приятно, да, логотипчик, стрелочки, накладные метки. Слушайте, шикарно, шикарно, в плане качества супер. Ну, не зря бренд достаточно известный внутри Китая и достаточно дорогой. И по браслету здесь тоже окей. Ну, неплохо. Итого, значит, что по итогам? Да, у нас одна из самых доступных моделей Фита, и мне было интересно здесь две вещи. Во-первых, посмотреть одну из самых доступных моделей Фиты, и она в целом оправдала ожидания. Опять же, с учетом того, что, как я сказал, бренд в Китае достаточно такой хорошо развивающийся и пиарящийся за счет космоса. Но для меня, конечно, главным было протестировать новую доставочку из интересных китайских площадок, такие, которые вот обычно вот нужны посредники, да, и там всегда вопрос в том, как туда рубли загнать, а здесь с этим проблем нет. И это здорово, да, и ребята работают достаточно оперативно. Так что напишите, кстати, какие бренды, какие модели еще посмотреть на Taobao, на Тимоле, да, вот, ну, прежде всего не японские и швейцарские, а пишите именно вот про что-то редкое такое, микробренды и китайские. Вот будет интересно протестировать. В общем, я сам сервис протестировал, мне понравилось. На все эти, значит, сервисы оставлю ссылку в описании к ролику. На этом все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.